Приветствую вас на канале Техревизор. Подобрал лучшие мониторы Samsung на 2024 год. Я отобрал разные мониторы, лучшие в своем сегменте и для своих задач. В рейтинге есть и бюджетный монитор для офисной работы и рутинных задач, и недорогой для любительского гейминга, и универсальный вариант для среднего бюджета, и дорогой монитор премиум-класса для серьезной работы с 3D-графикой, монтажом, проектированием, цветокоррекцией и всего подобного. Разные диагонали от 24 до 34 дюймов, несколько типов матриц, частота обновления, функционал и интерфейсы подключения. В общем, очень разнообразные варианты на любой вкус и бюджет. Хотя, казалось бы, всего 5 мониторов. Чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну а теперь приступим. Пятое место я отдал самому бюджетному и простому монитору Samsung S24R358FZI. На момент выхода ролика его цена составляет около 11 тысяч рублей. Он вполне подойдет для самых базовых задач, которые только приходят в голову. Например, для ежедневного просмотра фильмов, общения в соцсетях, скроллинга браузера и работы с текстом, документами, таблицами. Но это вообще не значит, что у него какая-то низкосортная картинка. Дисплей сделан на базе хоть и бюджетной, но IPS-матрицы. И это несмотря на такую низкую цену монитора. Все-таки VA-матрицы очень посредственные, в бюджете около 10 тысяч рублей. Здесь же и контрастность есть, и насыщенность, и углы обзора. Конечно, при этом и черный цвет отдает в серый по краям, и засветы виднеются на темном фоне при выключенном свете. В общем, не без недостатков. Но это вообще никак не мешает смотреть фильмы, работать в таблицах, печатать текст и серфить в интернете. Вот, например, для работы с графикой, да, цветопередачи недостаточно. Для гейминга тоже не хватает повышенной частоты обновления. Тут максимум можно получить 75 Гц, хотя и это довольно неплохо. Есть даже FreeSync, который убирает разрывы кадров и сглаживает геймплей. Так что все зависит от ваших задач. В крайнем случае можно немного подкрутить цветокор в настройках монитора. При этом монитор и внешне выглядит дороже своих денег. Диагональ 24 дюйма, устойчивая солидная ножка, безрамочный с 3 сторон дисплей. Конечно, при этом нет никаких регулировок. Максимум наклон. Но если прям сильно надо, сзади есть крепление веса. Можно повесить монитор на кронштейн. Если есть надобность в бюджетном мониторе на 27 дюймов, то рассмотрите Samsung Essential S3. Он отличается повышенной частотой обновления до 100 Гц, для чего добавлен и DisplayPort. А в целом, по параметрам этот монитор точно такой же. Даже внешне они очень похожи. Если для работы хочется монитор классом повыше, то присмотритесь к Samsung View Infinity. Он отличается разрешением, тут уже вам доступно 2К. На 27 дюймов 2К выглядит сильно приятнее для глаз. Причем после Full HD разница заметна сразу. Картинка получается четкой, просматривается больше деталей. Если некоторое время посидеть за таким монитором, а потом пересесть на Full HD, вы начнете видеть какие-то очертания у текста, небольшую зернистость. Но вот так для тех, кто никогда 2К не пользовался, Full HD тоже проблемой не будет. Частоту обновления повышать не стали. 75 Гц вполне достаточно для всяких Google Доков, Word, документов, просмотров фильмов и так далее. При этом Samsung добавили FreeSync, который устраняет разрывы кадров при повышенной частоте обновления. На месте и Flicker Free, который устраняет мерцание, поэтому за глаза можно не переживать. Тем более, что цветопередача адекватна. Плотности пикселей с головой и контрастность на уровне. Конечно, на темном фоне видны засветы по краям, но без них никуда. Хорошо, хоть их почти не видно во время использования. Порадовала еще подставка. Чтобы выставить монитор индивидуально под себя, не нужен никакой кронштейн. Подставка регулируется по высоте на 13,5 см, крутится на 90 градусов в портретный режим и поворачивается вокруг вертикальной оси на 45 градусов. В общем, можно действительно настроить под себя и удобно работать. Крепление веса 100 на 100 мм также есть. Уточняю, мало ли, вдруг вам принципиально хочется повесить на стену. На третье место я поставил Samsung Odyssey G5. Вот это монитор, который создавался Samsung специально для геймеров. У него и дизайн поагрессивнее. Дисплей изогнутый для лучшего вовлечения. Формы сами по себе грубые. Офисным не назовешь в общем. Панель на 27 дюймов. Разрешение соответствующее. 2560 на 1440 пикселей. Матрицу сюда поставили с плюс-минус той же цветопередачей, но побыстрее, с мгновенным откликом и частотой обновления в 144 Гц. Для игр самое то. Единственное, что может кому-то не понравиться, тип. Это VA.
Да, не с такими насыщенными цветами, как у IPS, но с другой стороны, тут мы получаем более глубокий черный цвет и чистый белый. Засветы вот только никуда не делись. Но они здесь не так выражены, как в прошлом. Поэтому к VA все равно не стоит категорически относиться. Тем более, что здесь еще поддерживается HDR10. Он постарается добавить натуральности оттенкам. Конечно, чуда не ждите, но хотя бы немного, но подтянет картинку. Вот тут же и FreeSync пригодится. Особенно если ваша видеокарта может иногда тупить и выдавать меньше 144 FPS. В такие моменты FreeSync и проявит себя. А вот подставку этому монитору оставили самую обычную. Она максимум наклоняется вперед-назад на 20 градусов в общей сумме. Никакой тут регулировки по высоте, портретного режима и поворота по вертикальной оси. Ну и ладно. Монитор все-таки из среднебюджетного сегмента, а в нем главное, чтобы картинка не страдала остаточными шлейфами и другими артефактами. Что мы, собственно, и получаем. Единственное добавлю, что у него есть широкоформатная версия на 34 дюйма C34G55T. Вдруг вы ищете что-то такое. Он как раз всего процентов на 10 дороже, и при этом ничуть не хуже. Даже немного лучше в плане частоты обновления. Можно выжать все 165 Гц, но это уже мелочи на фоне такой диагонали. На втором месте Samsung Odyssey G7. Его бы я назвал универсальным монитором для любых задач. То есть и для тех, кому нужно ежедневно работать на удаленке и поиграть хочется во что-нибудь. Само собой, G7 на голову выше классом. Для него и ПК помощнее нужен. Все-таки и диагональ побольше, 32 дюйма, и разрешение выше, 4К. Это вам не шутки. Тут действительно пятым Ryzen и RTX 3060 не отделаешься, еще и при 144 Гц. Я уже не раз рассказывал об этом мониторе в своих рейтингах. Он занимал первые строчки во многих категориях, поэтому не добавить в общий рейтинг лучших мониторов Samsung тоже было бы неправильно, хотя уже в который раз буду рассказывать одно и то же. Картинка у него одна из лучших в сегменте. Засветы не исключаю, минимальная, но на некоторых моделях встречаются. При этом практически идеальный черный цвет, чистый белый, остальная палитра такая же насыщенная, яркая, сочная. Разве что дорогие OLED могут показать лучшую картинку. Но среди всех IPS тут стоит действительно проработанная до мелочей матрица. Плюс широченный функционал. Я уже не говорю о какой-то подставке, которая регулируется по всем плоскостям. Здесь Samsung пошли дальше и встроили еще Wi-Fi, Bluetooth модули. Даже Smart TV предусмотрели. Чем не телевизор? Также добавили несколько разъемов, которых так не хватало прошлому G5. Парочку USB-A интерфейсов для подключения мыши, клавиатуры, накопителя и чего-нибудь такого. И даже LAN-порт, чтобы напрямую подключиться к интернету по кабелю и не заморачиваться с Wi-Fi адаптерами. Ну прям комбайн, а не Odyssey. Ну и первое место рейтинга занимает еще один Samsung Odyssey. На этот раз G8. Это 34-дюймовый широкоформатный здоровяк с некоторыми интересными фишками. Например, его матрица. Здесь за изображение отвечает великая и могучая QD OLED. Как раз та, о которой я говорил ранее. Вообще, это первый монитор от Samsung с такой матрицей. И реализовали они его настолько круто, что далеко не каждый конкурент в премиальном сегменте может с ним посоревноваться. Несомненно, есть и другие похожие модели от LG, Dell, Asus, MSI. Но лично мне больше всех импонирует вот этот очень интересный даже по дизайну монитор. А что, выглядит он очень солидно. Такая простая и в то же время классная подставка дает возможность регулировать по высоте. Больше только кронштейн. Сами понимаете, для такой 34-дюймовой махины его еще нужно подобрать. Еще момент по разъемам. Тут вместо привычных стоят микро HDMI и мини-дисплей-порт. Все кабели и переходники идут в комплекте. С подключением всякого проблем не будет. Да, у него нет USB и LAN, но по факту этот монитор я бы отнес к игровым. А для игр нужно не так много, как для работы. К ПК или приставке подключился и все на этом. Хотя и просто в качестве телевизора его использовать то еще удовольствие. В комплекте даже пульт идет. Хотя что уж там, и работать на таком тоже ничего не препятствует. Тут и цветопередача, ух какая. Думаю, вам и самим очевидно, что здесь одна из лучших картинок в принципе, которая только существует среди мониторов в этом ценовом сегменте. Поэтому давайте просто на этом закончим наш рейтинг. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.